Приветствую вас, мастера домашних напитков. Вы на канале Самогонщик Тимофей. Сегодня снова поговорим о домашних настойках, о быстрых настойках, которые можно приготовить за 5-7 дней. Сейчас на прилавках магазинов алкоголь, прямо скажу, сомнительного качества. Многие побаиваются пить покупной алкоголь, но так было не всегда. В Советском Союзе алкоголь был хорошего качества и строго соответствовал ГОСТу. При этом было и разнообразие напитков. Если вспомнить настойки и наливки, то это горькая настойка «Зверобой», имбирная настойка, колгановая, тминная, полынная, украинская степная, кориандровая, чайная, клюквенная, рябиновая, полевая, анисовая, ерофеич, перцовка, можжевеловая, облепиховая. Этот список можно продолжать и продолжать. К сожалению, те времена канули в лету, и с ними пропали с прилавков качественные напитки. Несмотря на то, что у нас появилось два дополнительных стандарта по спирту, базис и альфа, на качестве алкоголя для обычных граждан это отразилось крайне мало. Попробуйте зайти в магазин и найти какую-нибудь вкусную натуральную настойку. Шанс близок к нулю. Но есть и хорошие новости, все эти настойки и наливки мы можем сделать в домашних условиях. Этот ролик выходит при поддержке компании Hide Spirits. Компания Hide Spirits производит товары для мастеров домашних напитков. Если в ближайшем магазине, где вы покупаете ингредиенты для своих напитков, нет таких настоек, посоветуйте им Hide Spirits. Любые наборы или ваши рецепты красиво упакуют и отпечатают этикетку с именем вашего магазина или бренда. Там же вы можете приобрести спиртовые турбодрожжи. По ссылке в описании зайдите на сайт Hide Spirits. Нажмите «Где купить», выберите удобный для вас магазин и покупайте наборы на свой вкус. У меня готовые наборы от Hide Spirits в новой упаковке с этикетками. Конечно, можно такие настойки сделать, купив все ингредиенты самостоятельно. И сегодня будет 3 таких рецепта. Лично я периодически пользуюсь такими наборами. Это сильно экономит время. На обратной стороне подробная инструкция, как и что делать. Сегодня сделаем 3 настойки, 3 разными методами, ускоряющими процесс настаивания. Осталось только выбрать эти 3 варианта из тех, что у меня есть в наличии. И надо сказать, что это далеко не полный список, и если взять все настойки, которые есть на сайте Hide Spirits, то одно только перечисление заняло бы минут 10. У меня есть бехеревка, холодная малина, клубничный виски, джин Бомбей, хреновуха, пьяная вишня, коньяк армянский. Отдельно хочу отметить, что, конечно, такие настойки не являются коньяком, виски или джином. Это настойки, название которых говорит о том, на какой из известных напитков будет похожа полученная настойка. Не более того. Для начала я выбрал пьяную вишню, бехеревку и джин Бомбей. Какие 3 варианта выбрали бы вы? Напишите в комментариях. Рецепты. Настойка «Пьяная вишня». На 2,5 литра дистиллята или домашней водки крепостью 45% берем 30-500 грамм вяленой вишни по вкусу, 7 штук миндаля, 1 столовую ложку сухих листьев черной смородины, 1 столовую ложку сухих листьев малины, 3 бутона гвоздики. Настаивать от 3 недель до месяца. Настойка бехеревка на 2,5 литра дистиллята или домашней водки крепостью 45%. Ромашка сушеная 1 чайная ложка, кориандр 1 чайная ложка, шалфей 1 чайная ложка, семена фенхеля 1 чайная ложка, полынь 1 чайная ложка, цедра лимона 1 столовая ложка с горкой, цедра апельсина 1 столовая ложка с горкой, зверобой 1 чайная ложка, корица 1 палочка, мелисса 1 чайная ложка, солодка 1 чайная ложка, кардамон 5 штук, перец душистый горошек 5 штук, перец черный горошек 5 штук, анис 1 чайная ложка, можжевельник 5 штук, бадьян 1 штука, колган 1 чайная ложка, гвоздика 5 штук, щепа дубовая 15 грамм, сахар или фруктоза 200-300 грамм. Если не любите сладкие напитки, добавляйте сахар постепенно, небольшими порциями, на свой вкус. Настаивать от 2 недель до месяца. Настойка джин Бомбей на 2,5 литра дистиллята или домашней водки крепостью 45%.
Можжевельник 50 грамм, синий чай анчан, она же клитория тройчатая, половина чайной ложки, кориандр 1 чайная ложка, семена фенхеля 1 чайная ложка, перец душистый горошек 3 штуки, гвоздика 3 штуки. Настаивать от 1 недели до 3 недель. Об остальных настойках поговорим в следующий раз. Одна пачка идет на объем алкоголя от 1 до 3 литров. Я взял среднее число 2 литра. Осталось высыпать содержимое пакетов в банки и дальше перейдем к вариантам быстрого настаивания. Тут должна быть этикетка, нужно ее достать. Пьяная вишня, бехеревка, джин Бомбей. Пакетик с синим чаем анчан, который также называют клитория. Это для синего цвета. Хотя надо отметить, что джин Бомбей сам по себе не синий, а совершенно нормального прозрачного цвета. Во всем виноват цвет бутылки, который создает эффект легкой голубизны, в традиционном смысле этого слова. Но многим мастерам домашних напитков понравилась идея сделать сам джин синего цвета, и это довольно популярный прием. Пьяная вишня пойдет под вакуум. Это будет безвоздушная пьяная вишня. Откачиваем из банки воздух. Обратите внимание, воздух выходит и специи поднимаются наверх. Почему в вакууме происходит более быстрое настаивание? Воздух, который находится внутри всех ингредиентов, под воздействием вакуума начинает выходить, и вместо него затягивается внутрь алкоголь, который вымывает все необходимые вкусы и ароматы. Это простым языком. Плюс меньше контакт спирта с кислородом, а значит меньше окисления и лучше вкус. Я все чаще пользуюсь именно таким способом для создания вкусных настоек. Бехеревка будет настаиваться при температуре 65 градусов. Это примерно как чай, который в холодной воде плохо заваривается, а в горячей легко и непринужденно. Я буду постоянно нагревать воду. Если вы нагреваете воду на газовой плите, то убирайте банку с алкоголем перед нагревом воды и соблюдайте технику безопасности. Лучше всего нагревать в мультиварке в режиме подогрев. Это будет горячая бехеревка. Джин Бомбей будет постоянно перемешиваться на магнитной мешалке. Это будет магнитный джин. Тут смысл, я думаю, понятен. Постоянное перемешивание вымывает все ароматы и вкусы из сырья, что уменьшает время настаивания. Итак, вакуум, температура и перемешивание. Я не выбираю, какой метод лучше, они все по-своему хороши. Причем при желании их можно совмещать. Например, вакуум плюс перемешивание. Тоже хороший вариант. Прошло 5 дней. У напитков появился цвет и аромат. Все 3 метода и вакуум, и нагрев, и перемешивание реально ускорили процесс настаивания как минимум в 2 раза. Зачем вообще ускорять процесс? Если есть время, 2-3 недели, вы никуда не торопитесь, не забывайте ежедневно взбалтывать свои настойки, то, конечно, торопиться не нужно. Нет, торопиться не надо. Торопиться не надо. Но мне иногда кажется, что если своему домашнему напитку уделять больше внимания, то и на вкусе это как-то отражается в лучшую сторону. Вот и давайте это проверим. Дегустацию я провел вместе со своей супругой. Не стали мы обременять вас получасовым наблюдением за нашими спорами и выяснением истины. Оглашу вердикт, к которому мы пришли. Пьяная вишня. Аромат фруктовый, даже ягодный. Если не знать, что это вишня, можно было бы спутать со сливой. Во вкусе вишня чувствуется больше, чем в аромате. Небольшая фруктовая сладость. Приятная вишневая настойка, неприторная, легкая. Нет навязчивого аромата и вкуса. Мне кажется, для застолья вполне подойдет. Бехеревка. Аромат трав и специй. Чувствуется корица, анис. Вкус чуть лекарственный. Действительно напоминает ликер, биттер. Но не такой сладкий, как оригинал, что мне кажется хорошо.
Пару-тройку рюмок за ужином вполне можно себе позволить в качестве согревающего на морозе, на зимней рыбалке, но как застольный напиток, скорее всего, нет. Джин. Аромат мягкий, с легкими еловыми оттенками. На вкус это не тот джин, который или нравится, или не нравится из-за своей насыщенности. Тут вкус деликатный. Нет ярко выраженного вкусового взрыва можжевельника во рту. Этот вкус приходит больше на послевкусие. Но он не такой мягкий, как у предыдущего напитка. Однако мне кажется, что этот джин можно уже поставить на застолье и выпить чуть больше. Главное, не увлечься. Есть желание повторить и распробовать этот вкус. Но тем, кто любит яркий и мощный вкус домашнего джина, этот вариант может показаться слабым. Даже, скорее всего, покажется. Тем, кто не любит джин за его елочный вкус, этот вариант может понравиться. Сегодня мы обсудили 3 настойки. Благодарим компанию Hide Spirits за помощь в создании ролика. Пишите, какие рецепты вы хотите увидеть, или делитесь своими. Если вы хотите поддержать наш канал, то подпишитесь на блог Берлога Самогонщика на сайте sponsor.ru. Все ссылки в описании под роликом. Пейте в меру и только качественные домашние напитки, и все у вас будет хорошо.